Этот знак, так называемая хризма, известен, наверное, каждому, кто когда-либо интересовался раннехристианским искусством. Здесь мы видим его на мозаике первой половины V века из мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Хризма является, собственно, монограммой Христа и состоит из двух наложенных друг на друга начальных букв слова «Христос», то есть «Мессия» – «Хи» и «Ро». Буквы греческие, мавзолей христианский, причем тут евреи. Попробуем понять. Изначально хризма появляется не на саркофагах или мозаиках, где сегодня нам привычно ее видеть, но в рукописях Нового Завета. Новозаветных рукописей первых веков христианства сохранилось совсем немного, но во всех есть определенный ряд слов, написанных в сокращенной форме. Прежде всего, это слова «Иисус», «Христос», «Теос», то есть Бог, и «Куриус», Господь. В начале XX века немецкий палеограф Людвиг Траубе первым обратил внимание на закономерность в выборе слов для таких сокращений и назвал их «номина сакра» – священные имена. Феномен номина сакра имеет, тем не менее, не христианское, но еврейское происхождение. В рукописях Танаха, написанных на иврите, имя Бога чаще всего обозначалось 4 буквами – Юд-Хей, Вав-Хей, названным и позднее тетраграмматоном. Когда Танах перевели на греческий, для перевода тетраграмматона обычно использовали слово «теос», но иногда и «кюриус» – прямой перевод слова «Адонай». Однако уже в рукописях I века до нашей эры появляются первые известные нам примеры номина сакра. Вместо греческого слова «теос» в рукопись иногда другой рукой вписывается тетраграмматон. Возможно, переписчики решили, и вполне обоснованно, что слово «теос» слишком неточно передает смысл тетраграмматона. Возможно, таким образом они хотели подчеркнуть, что бог иудеев никоим образом не может быть сопоставлен с языческими богами. Возможно также, что переписчики хотели изменить таким образом статус свитка, поскольку появление тетраграмматона делало саму рукопись сакральной. Так или иначе, в рукописях греческого перевода Танаха имя Бога обретает особую графику, выделяющую его из общего текста. В самых ранних рукописях Нового Завета первым словом, ставшим номина сакра, как видно из исследования британского палеографа Ларри Хуртадо, стало имя Иисус. Оно сокращалось как йота-сигма, йота-эта-сигма, и, пожалуй, самое интересное сокращение, отсылающее нас к номинибус сакрис из рукописи Танаха, это сокращение йота-эта. В его основе техника извлечения числового значения из слова, называемая в иудейской традиции гематрии, а в греческой – изопсефии. Как это работает? У каждой буквы есть числовое значение. Сложив числовые значения всех букв слова, можно попробовать найти символическую связь между словами, числовое значение которых одинаково. Пользуясь именно этим методом, Климент Александрийский, христианский богослов и философ II века, объясняет суть сокращения йота-эта. Числовым значением буквосочетания йота-эта является 18. Такое же значение 18 и у слова «жизнь» на иврите «хай». Интересно, что александрийского комментатора совершенно не смущало, что он сравнивает числовые значения слов из двух разных языков. Что было важно, получившееся значение соответствовало одному из эпитетов Христа. В Евангелии от Иоанна или в посланиях Павла Христос называется источником жизни. Таким образом, номен сакрум становится не просто сокращением, но и самостоятельной смысловой единицей. В первые же века номинибус сакрис становятся такие слова, как теос, тет сигма, кюриус, каппа сигма, Христос. И здесь, кроме простого сокращения хи сигма, появляется и уже знакомая нам хризма. Собственно, знак хризмы, наложение букв хи и ро, существовал в греческом языке и до христианства. Греки и римляне вообще любили монограммы, и, например, монограмма «хиро» была чем-то вроде знака качества, который ставили на амфоры с оливковым маслом или вином. Также она была знаком одобрения прочитанного, который ставили на полях свитка. «Христос» на греческом означает «хороший», «годный». Христиане же наполнили эту монограмму новым смыслом, хотя, возможно, и первое ее значение было принято во внимание. Еще одно слово, которое стало номина сакру в форме монограммы, это крест, стаурос. Здесь вообще теряется первая буква и остаются тау и ро. Собственно, это даже не монограмма, а пиктограмма. Греческая буква «тау» с самых первых веков христианства обозначала крест, просто потому что кресты, на которых казнили римляне, имели форму буквы «Т». На первых изображениях распятия Христа крест именно такой, как на распятии V века с деревянных дверей римской церкви Санта-Сабина.
Интересно, что такое понимание Тау перешло и в латинский. Так, например, инициал «Т», первая буква евхаристического канона «Теигитур», часто представляет собой распятие. Но вернемся к ставрограмме, то есть к монограмме креста. Над верхней перекладиной «Тау» возвышается петелька «Ро», похожая на склоненную голову. Таким образом, здесь оказывается изображенным не просто крест, но крест с распятым на нем Христом, и эту монограмму можно в полном смысле назвать пиктограммой. По мнению Ларри Хуртадо, это и есть первое изображение распятия. У ставрограммы есть, видимо, еще один предшественник. Это египетский знак жизни Анх. Символ жизни, бессмертия, вечности. Он имел и функцию оберега, функцию, обретенную позже крестом в христианской культуре. Возможно, первые ставрограммы появились как раз в христианских рукописях Египта. Александрия была важнейшим христианским центром первых веков. А в сопоставлении креста с Анхом нет ничего удивительного, если мы вспомним эпитеты креста из ранних христианских гимнов и экзегетических текстов. Древко животворящее, трофей победы Христовой, древо жизни. Мы знаем и раннехристианские изображения процветшего креста, на перекладинах которого сидят птицы, а из древка прорастают молодые побеги. Есть изображение процветшего креста и на апсидной мозаике в церкви Сан-Клименте в Риме. Хотя она датируется XII веком, большинство исследователей сходятся на том, что она выполнена по мотивам раннехристианской мозаики, находившейся в более ранней Нижней церкви. Номина сакра – безусловно, удивительный пример симбиоза культур. Идея сакральности божественного имени, пришедшей из иудаизма, сплетение букв монограммы, перекочевавшего из греческой культуры, древний символ жизни из Египта. Но в том, как устроено номен сакрум, есть и латинское влияние. Сокращение слов – практика в греческих рукописях нередкая, хотя обычно сокращались часто встречающиеся слова, значение которых и так было понятно читателю, просто ради экономии места. Внутри текста эти сокращения никак не выделялись. Не так с номена сакра. Над каждым сокращенным словом появляется небольшая черта, что сразу делает это слово не таким, как все остальные. Откуда она? Из латинской эпиграфики, и прежде всего из так называемых почетных надписей, содержащих курсу онору разных уважаемых римлян. Памятники консулам, благодетелям и полководцам стояли по всей Римской империи, и они всегда сопровождались их детальной биографией. А поскольку биографии эти часто бывали бесконечно длинными, а места на табличках и постаментах было не так уж и много, появились принятые сокращения титулов. И вот как раз над ними и появляется надстрочная черта, указывающая на сокращение. Переписчики Нового Завета решили использовать этот знак сокращения в рукописях. Забавно, что потом из рукописи эти знаки сокращения снова вернулись в монументальное искусство. Вот мозаика с посвящением Макепту из одной из самых ранних известных нам церквей – церкви в Мегиду на севере Израиля. Или вот Де Иисус из Софии Константинопольской, Иисус Христос и Метр Теу. Слово «метр» приобрело статус номена сакра еще в рукописях первых веков. И вот оно на мозаике XIII века. На древнерусских фресках мы тоже находим номена сакра, но уже на старославянском. Тем не менее, на мозаиках и фресках эти сокращения всегда остаются подписями к изображениям, в то время как хризма уже в первые века христианства превратилась в независимый символ. Ее появление стали связывать с видением Константина. Согласно Лактанцию, император увидел этот небесный божественный символ во сне – перед своей победой в битве с Максенцием. На мозаике в мавзолее Галлы Плацидии мы видим уже окончательно сформировавшийся знак-символ. К номени сакру из рукописей добавляются еще две буквы – альфа и омега. Первая и последняя буквы греческого алфавита. Это цитата из Откровения Иоанна. «Я есть альфа и омега, начало и конец», говорит грядущий Христос. В поле хризмы Христос заполняет пространство от начала до конца, становясь, собственно, всем. Кажется, снова получился тетраграмматон, но, пожалуй, он уже не связан с еврейской традицией. С вами была Зинаида Юровская, программа «Бог в деталях». Смотрите наши следующие расследования через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».